Ребята, всем привет! А сегодня я буду строить модель при помощи гомосячих игрушек. Так говорят наши депутаты. Ну а моделизм – это такой вид творчества, который позволяет нам построить модели реального прототипа практически из всего чего угодно. И почему бы не сделать это из кубиков лего. Также я хочу рассказать, как лего повлияло на мою собственную жизнь и на мое увлечение. И здесь я строю модели практически из всего, чего только можно. И передо мной набор. Он состоит из вот такого пакета с деталями, а также из схемы, которую можно распечатать самостоятельно, как я это сделала, а также воспользоваться либо ноутбуком, телефоном и планшетом и просто прочитать PDF-файл. Сегодня у меня на сборке такого уникального набора будет такой РСЗО «Град». Этот вид моделизма для меня будет новым, и он представляет из себя воспроизведение настоящего прототипа из таких унифицированных деталей по типу лего. Тоже довольно интересный конструктор, и в итоге у вас получается настоящая военная техника. Unicube в основном изготавливает наборы серого цвета и в основном военную технику, потому что в каталоге лего военной техники, наверное, практически нет. Хотя это тоже довольно интересный вид техники, который бы хотелось иметь у себя на полочке, например. Итак, детали идут вот в таком двойном zip-пакете. Ну а больше контента обо мне вне моделизма и техники есть на моей страничке на Boosty. А также я хочу выразить большую благодарность тем моим спонсорам, которые есть на YouTube, а также в ВК Донат и на Boosty. Благодаря вам я выпускаю видео регулярно. Спасибо вам, что поддерживаете мое творчество. И тут серый и черный пластик. Конечно, хотелось бы иметь... Вот даже прозрачная деталь есть. Хотелось бы иметь... какой-нибудь, например, не серый, а зеленый пластик, потому что в основном военная техника, она имеет зеленый оттенок, но, к сожалению, лего не производит в большом количестве деталей именно этого оттенка, а серый, он наиболее близок к военному цвету. А купить все необходимое для пластикового моделизма вы можете в магазине «Модельная лавка». Там есть буквально все – краски, инструменты и, конечно же, модели. А применяя этот промокод для своей первой покупки, вы не только сэкономите 500 рублей, но и поддержите мой канал. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. Итак, будем собирать. И первым шагом нужно соединить 3 детали вот в такую пластину. Потому что мы начинаем собирать наше РСЗО с шасси. Давайте приступать. И, кстати, мне ни клей, никакие инструменты для этого не нужны, что довольно удобно. Так, начинаем. И в процессе сборки рамы, это шаг номер 4, но мне нужно было найти 2 детали, которые имеют один ряд из 3 пупырышек. И, соответственно, их в наборе всего лишь 2. И в огромном количестве серых деталей мне было их очень сложно найти. И я решила немножко отсортировать детальки. Поэтому вы сейчас можете видеть, как я их сортирую. И заодно вы можете посмотреть, насколько много деталей в этом наборе. И они довольно однотипны. И, конечно, классическое лего собирать намного проще, так как правило, производитель формирует небольшие пакеты, в которых легко найти необходимую вам деталь. Мое детство прошло в 90-е и 2000-е, это было довольно бедное время, но тем не менее лего так или иначе проникло в мою жизнь в виде мегаблокс, и там не было человечков, и я бесконечно строила домики. Кстати, если среди моих зрителей есть психологи, вы можете написать, о чем говорит такое поведение ребенка. И поскольку я помню, лего вообще не затрагивала военную тему, что в принципе и правильно с одной стороны, из околовоенных тем я припомню, что там была серия «Дикий Запад», где ковбои применяли демократические методы борьбы с индейцами. И там в наборах были и ружья, и пистолеты. А в серии «Сити» были полицейские, но, по-моему, они были безоружны. А у пиратов были ружья, даже пистолеты и пушки. Военную тему поддерживали только китайские аналоги лего, которые можно было купить в киосках. Качество, конечно, этих наборов было ниже плинтуса, но зато человечки были вооружены винтовками М16. А потом уже в зрелом возрасте я по приколу собирала клон лего, который за наклейки давали в супермаркете «Карусель». И у меня даже есть грузовичок, напоминающий «Газель» с гастарбайтером за рулем. И собирать такой жизненный набор было довольно забавно.
В процессе изучения вопроса темы сегодняшнего видео я обнаружила, что моделирование техники из Лего – это не просто широкая тема, но и довольно большая индустрия. Конечно, по мощности она несколько уступает классическому пластиковому моделизму, но тем не менее аудитория у военного и технического направления Лего есть. В YouTube выложено много видео с большими просмотрами, где люди собирают целые баталии с танками, фигурами и местностью, и получается это довольно атмосферно. Есть еще один пример растущей популярности лего-моделизма – это мой зритель Алексей, и вы можете узнать его по моим видео из рубрики «Я Даша-моделист». Он строит модели пожарной техники из стандартных деталей лего, и прототипы действительно получаются довольно узнаваемыми. И совсем недавно у него брали интервью несколько волгоградских изданий, и в одном из них произошел вот такой забавный, курьезный случай. А среди данных машин, данных моделей, есть твоя любимая? Я так подозреваю, это вот эта модель. Да, совершенно верно. Это город Волгоград. Самая любимая модель. Это самая... Блин, давайте перезапишем. На ладошку как поудобнее схватить, а то у вас это, я вижу, аж это страшно. Так, я все ломаю в этой жизни. Правильно я делаю? И я закончила 12-й шаг, и я так понимаю, что я собрала раму нашего автомобиля РСЗО «Град». Переходим дальше к сборке. А совсем недавно в моей группе в ВК, ссылочка на которую есть в описании к видео, подписчик показал целую армию лего-танков и бронемашин. У него даже есть пусковая установка ракет «Тополь». Так что напишите в комментариях, насколько вам интересен такой моделизм. Собирали ли вы лего в детстве? А может быть, вы продолжаете это делать и прямо сейчас? Какая у вас самая любимая серия? Я помню, я у своего брата отбирала биониклов. Тема военного лего неплохо так развита, и, во-первых, если у вас очень много деталей лего, вы можете сами создавать модели, только вам понадобится подбирать детали и цвета. И, кстати, многие детали можно купить отдельно, так что теоретически вам не нужно покупать такие наборы, как у меня в видео, но вам понадобится потратить время, чтобы подобрать нужную форму модели, а также детали для нее, а еще продумать последовательность действий. А в этом наборе все уже сделано за вас, и вам лишь остается собрать все в нужную форму и получить удовольствие. И, кстати, по количеству деталей цена этого набора вполне адекватна, а всю информацию о граде из лего вы можете найти на сайте Unicube. Один из главных и старейших принципов всем известной компании Lego – это не выпускать модели военной техники. Однако интерес к этому среди фанатов датского конструктора рос с каждым годом. Российский магазин Unicube начал выпускать модели военной техники из лего совместимых деталей. И в ассортименте представлена техника РФ, СССР, а также Германии и США. А в ближайшее время планируется выпуск множества других моделей, а также военных на основе лего-человечков. И вот я уже приступаю к сборке кабины, и рама у меня готова, даже с небольшим механизмом для ракетной установки. Так вот, собрав эту деталь, я могу сказать, что это масштаб данного набора что-то среднее между 43 и 35, и, скорее всего, ближе к 35 масштабу. Потому что у меня, например, есть вот такая рама раллийного КАМАЗа в 43 масштабе, и они примерно похожи. Урал, КАМАЗ, и явно, что набор лего масштабом побольше. Но все равно это приблизительно. Я даже не знаю, в каком масштабе лего-человечки, но они, наверное, ближе все-таки к 35 масштабу, но немножко чуть меньше. Так что давайте дальше собирать. А в целом пока процесс сборки мне нравится. Для всех моделей самостоятельно создается дизайн из имеющихся в наличии компании Lego кубиков. В среднем в моделях около 300 кубиков, при этом не используется клей. При покупке вы получаете детали для сборки и инструкцию в электронном виде в формате PDF-файла. Ее можно открыть с любого устройства – телефона, ноутбука, ПК или планшета, как вам удобней. Никаких дополнительных материалов для сборки вам не потребуется, а сборка очень простая, особенно для людей, которые долго занимаются моделизмом. Но при этом она не делает модель хуже и содержит те же плюсы, что и оригинальный конструктор Lego. Это развитие мелкой моторики, расслабление при сборке, а также изучение новых видов креплений. Данная модель повторяет реактивную систему залпового огня «Град» на базе грузовика «Урал». Здесь открываются двери и также вращается система залпового огня. Однако модель стендовая и не предназначена для игр. И многие зададутся вопросом, почему модель темно-серого цвета. А дело в том, что компания Lego и ее аналоги принципиально не выпускают детали цвета для
для военной техники. Стоимость данного конструктора выше средней цены на стендовые модели. Это обусловлено несколькими факторами. Разработка дизайна из кубиков лего без форм, специально сделанных под определенную модель, довольно сложна, а набор состоит из большого числа кубиков, которые дорогие и используется здесь АБС-пластик. Все наборы комплектуются вручную, каждая деталь строго по списку кладется в комплект человеком. И также стоит отметить, что товар очень уникальный, и он выпускается в ограниченном количестве. А ознакомиться с полным ассортиментом Unicube или сделать заказ вы можете через их собственный сайт, или же через группу ВК или Авито. Ссылочка будет в описании. А также в скором времени фирма планирует запустить продажу и на маркетплейсах. Подобные модели отлично подойдут всем любителям лего, а также военной техники и не только. Можно использовать наборы Unicube как подарок, элемент коллекции на полочку для сценок вашего лего-города. Ведь куда же сегодня без армии? Кстати, скоро у Unicube выйдет модель КАМАЗа поколения Mustang и установка ТОС-1 «Санцепёк». И эти модели, судя по фото, вышли очень копийными для наборов лего. И очень любопытную новость я нашла в процессе подбора материалов для этого выпуска. Оказывается, наборы лего, если верить депутату Журавлеву, это пропагандирующие нацизм гомосячие игрушки. И это прямая цитата. А также заявил депутат, что недавно я даже писала запрос в прокуратуру. Захожу я в магазин, а там эти сраные лего с символами нацизма. Нацистские танки, солдаты, пушки. Все с символами нацизма. И он подчеркнул, что европейские ценности начинаются с однополых браков и заканчиваются разными борделями и зоофилами. И, по его словам, непонятно, какие конструкторы могла бы начать выпускать компания в ближайшее время. Пускай они свои гомосячие игрушки производят и поставляют их собственным детям, если им не жалко их будущее, считает депутат. Вымирающая нация. На таких принципах, на которых они, европейцы, живут, они просто обречены на уничтожение. И Журавлев убежден, что благодаря современным технологиям российские производители быстро создадут замену лего. По его словам, этому даже поспособствует освобождение среднего и малого бизнеса от проверок. Я не знаю, какие именно наборы смог заметить депутат и в каком конкретном магазине, но теперь, благодаря официальному уходу лего из России, нам остается собирать именно вот такие машины. Хотя действительно из-за серого цвета этот град можно принять, например, за немецкий грузовик. И также любопытен ответ компании «Лего» на высказывание депутата. Компания «Лего Групп» посчитала некорректным высказывание депутата Госдумы Алексея Журавлева об их конструкторах с якобы символикой нацизма. В «Лего Групп» заявили, что таких наборов никогда не выпускали и не намерены выпускать в будущем. И вот такой каркас Урала у меня собран. Теперь я перехожу к сборке установки. Кстати, сейчас сборка немножко легче, потому что деталек стало на столе намного меньше. В принципе, я уже ориентируюсь, что у меня где лежит. Компания Lego Group не производит и никогда не будет производить наборы с символикой, о которых шла речь в новостях, так как это противоречит ценностям и миссии бренда, указывается в ответе Lego Group. Никогда Lego не изображала в своих наборах реальные военные конфликты. Из пластикового конструктора в теории можно собрать военную технику и оружие любого периода, но готовые же наборы никогда и на полках в магазинах и не продавались. Говорят, что Lego даже специально избегала темно-зеленых цветов, кроме использования их для деревьев и опорных плит, чтобы детям было труднее собирать военную технику. Компания сосредоточилась на классических строительных кубиках из пластика, и главной темой стали обычные города с домами и улицами. Пластиковая конструкция Lego носила исключительно мирный характер, направленный на развитие творчества и воображения у детей. А первое отлитое из пластика холодное оружие появилось в ассортименте Lego в 1978 году с запуском серии «Замки». Средневековые рыцари вооружились мечами, алебардами, копьями и щитами. И мальчики и девочки тех лет могли строить замки, защищать их от драконов, спасать принцесс и, конечно же, захватывать замки друг друга, убивая их защитников. Романтику морских путешествий эпохи нового времени воплощает замечательная серия «Пираты». Очень красивые наборы с роскошными кораблями, большими крепостями, сундуками, полными сокровищ, и с самими пиратами, которые вооружены саблями, мушкетами и пистолетами. А также серия «Индиана Джонс» и реальный современный арсенал военной техники еще сильнее запутывают понимание правил Lego касательно милитаризма в своих наборах. Боевые самолеты, автомобили с пулеметами, военные грузовики, катера и множество фигурок огнестрельного и холодного оружия разных эпох. Впервые в истории Lego реальная военная техника появилась с наборами Lego Техник V-22 Osprey. Это спасательно-транспортный конвертоплан, выпускаемый компанией Bell, и он используется исключительно американскими военными в разных точках мира. И тогда на это обратили внимание немецкие активисты, и Lego ответила, что она разрабатывала его в связи с использованием реальной модели в спасательных операциях. И тогда случился большой скандал, и мнения разделились. И Lego тогда признала свою ошибку, и вскоре быстро отозвала его с продажи,
оставив большое поле для дискуссий. И вот такая система залпового огня у меня получилась, и, скорее всего, она копировала систему ГРАД. Точнее, она имела в себе в прототипах. Но тут есть некоторые вопросы к грузовичку «Урал», потому что решетка радиатора нас больше отсылает к ранней версии «Урала», а вот этот выносной фильтр к более поздней. И в целом эта модель получилась довольно играбельной. Я бы так сказала, что это настоящий игровой набор. И, к сожалению, лего-человечек туда точно не влезет, что двери открываются, колеса ездят и работает пусковая установка. И в походном, и в боевом положении. Так что в целом мне такой набор понравился. Его можно также просто поставить на полку или же отдать детям, и пусть они играют. Да, единственное, у меня вопросы к качеству самих деталей. На них видны пеньки. Явно это следы каких-то пресс-форм. И в целом качество пластика не на уровне лего, на мой взгляд. Но довольно играбельно. И, кстати, такой моделизм можно сравнить с деревянным моделизмом, который тоже собирается из небольших фрагментов. И эти фрагменты находятся на фанере. И, кстати, на фанере находить детали намного проще, чем в большой куче практически одинаковых деталей. Видите, армата у меня точно в 35-м масштабе, а РСЗО, скорее всего, тоже пытается быть похожим на 35-й масштаб. Надеюсь, вам это видео понравилось. До новых встреч. Пока-пока.